Мы привыкли думать, что семена – это всегда здоровая пища. Но правда на самом деле намного сложнее. И некоторые семена действительно являются абсолютно здоровыми и очень даже желательными продуктами, чтобы употреблять их регулярно. Но при всем при этом эти самые полезные семена в некоторых условиях могут нанести гораздо больше вреда, чем пользы. В этом видео я собрал именно такие примеры. Я расскажу про 5 полезных семян, которые я рекомендую употреблять, и про 5 опасностей, которые они в себе таят. И это необходимо знать каждому. Так что досматривайте ролик до конца, будет очень интересная, местами неожиданная и важная информация. Итак, начинаем. Кстати, друзья, обязательно подпишитесь на мой канал и на колокольчик тоже нажмите. Не пропускайте ни одной моей новинки. Итак, пункт первый – это семена льна. Да, льняные семечки – это один из самых исследованных суперфудов. Они содержат около 42% жира, из которых до 55% это альфа-линоленовая кислота. То есть буквально наполовину они состоят из омеги-3. Это может помогать снижать уровень воспаления в организме, улучшает эластичность сосудов, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Также льняные семечки богаты лигнанами. Их там в 800 раз больше, чем в других растениях. А лигнаны уменьшают активность некоторых путей, снижая риск возникновения онкологии. Кроме того, в 2 столовых ложках молотого льна содержится до 6 грамм растворимой клетчатки. И она работает как отличная питательная среда для полезных кишечных бактерий, укрепляя барьер кишечника и снижая уровень хронического воспаления, что очень важно. И казалось бы, все замечательно. Берем льняные семечки, добавляем их в кашу, в овсяночку, куда угодно, в завтрак, и все будет круто. Но на самом деле есть риски и очень важные нюансы. Молотые семена льна очень полезны, но если мы их употребляем в целом виде, то они практически не усваиваются и проходят мимо. Да-да, у них очень жесткая оболочка. Так что если вы привыкли добавлять льняные семечки в кашу, практически это не давало ничего, в общем-то около нулевого эффекта. Они проходят через кишечник в неизменном виде, не давая организму ни омеги-3, ни антиоксидантов, ничего. Именно поэтому льняные семечки, если уж и употреблять, то обязательно в молотом виде. Просто так и как-нибудь подавить, растолочь, либо в воде заварить тоже не получится, слишком жесткая оболочка. Поэтому единственный путь получить от льняных семечек хоть что-то – это перемолоть их в кофемолке. Но тут начинается другой нюанс. Все дело в том, что если мы взяли так, перемололи льняных семечек про запас так на неделю вперед и думаем, ну, один раз поработал и у меня недельный запас, буду потихонечку есть там по ложечке. Тоже плохой вариант. Почему? Все дело в том, что, как я уже говорил, в льняных семенах очень много омеги-3, альфа-линоленовой кислоты. И она очень быстро окисляется. И когда эта кислота завернута в довольно герметичную и жесткую оболочку, то ничего с ней не происходит. Но как только мы перемололи эти семена, она начинает очень быстро окисляться. И окисленная альфа-линоленовая кислота нанесет гораздо больше вреда, чем пользы. Поэтому, если мы перемололи семена, их нужно есть сразу, не складывать про запас. Так что льняные семена, конечно, пища полезная, и добавлять ее можно, но, как вы видите, есть очень серьезные нюансы. Идем дальше. Следующий пункт – это семена чиа. Семена чиа – это действительно настоящий суперфуд. Чиа могут впитать воду в объеме, который в 12 раз превышает их собственный вес. И этот гель замедляет переваривание еды и снижает скорость выброса глюкозы в кровь после еды, помогая тем самым лучше контролировать уровень сахара и аппетита. И они особенно богаты такими аминокислотами, как пролин и глицин, важными для восстановления тканей, в том числе суставов и кожи. Исследования показывают, что добавление чиа в рацион может снизить показатели артериального давления у людей с гипертонией. А если мы возьмем стандартную порцию 2 столовых ложки семян чиа, то там содержится примерно 5 грамм омега-3 жирных кислот и примерно 11 грамм клетчатки, что почти что половина суточной рекомендуемой дозы. А также там много антиоксидантов, в частности кверцетина, которые защищают клетки от окислительного стресса. Это все замечательно. Семена чиа действительно потрясающий и относительно доступный продукт. Но есть риски и нюансы. Семена чиа нельзя употреблять в сухом виде.
Во-первых, в сухом виде они плохо усвоятся и спровоцируют вздутие живота, спазмы и расстройство пищеварения. Поэтому их необходимо употреблять всегда только в растворенном виде. То есть заливаем водой, ждем некоторое время, пока это превратится в более такую гелеобразную массу, и только тогда их можно употреблять. Кстати говоря, в отличие от льняных семян, семена чиа действительно можно растворить в воде, и они усвоятся. То есть у них не такая жесткая и неприемлемая для нашего кишечника структура оболочки, чтобы они просто проходили мимо. Так что в этом плане семена чиа более предпочтительны. А если мы их употребим в сухом виде, то представьте, как они начнут собирать влагу, уже находясь у нас в кишечнике, набирая ее в 12 раз больше собственного веса. У некоторых людей возникали очень серьезные проблемы со здоровьем. Даже были случаи, когда у людей буквально эти семена начинали разбухать в пищеводе, и людям буквально приходилось обращаться в больницу. Но страшилок достаточно, в целом это хорошая пища, если соблюдать некоторые правила. Идем дальше. Следующий пункт – тыквенные семечки. Это, пожалуй, один из моих самых любимых продуктов. 30 граммов тыквенных семечек содержит примерно 7 грамм белка, столько же примерно, как и в одном яйце. Причем белок из тыквенных семечек богат триптофаном, той самой аминокислотой, которая превращается в серотонин и регулирует наш сон и настроение. Тыквенные семечки – один из лучших источников природного магния. В 30 граммах примерно 150 миллиграмм этого элемента. А магний очень важен, так как он регулирует и работу нервной системы, и чувствительность к инсулину, влияет и на артериальное давление и так далее по списку. Очень важный минерал. Также они содержат и витамин Е, там есть и фитостеролы, соединения, которые снижают всасывание холестерина в кишечнике, тем самым помогая нормализовать наш уровень липидов. А также тыквенные семечки очень богаты цинком, крайне важным элементом, особенно для мужского здоровья. И это все замечательно, но есть очень серьезный риск, о котором как-то не часто говорят. Все дело в том, что иногда эти самые тыквенные семечки могли где-нибудь залежаться на складе, где-нибудь на полке, там где-нибудь попала влага, и в них развилась плесень. И те тыквенные семечки, которые поражены плесенью, начинают вырабатывать микотоксины, а они являются выраженным канцерогеном. Исследования даже показали, что небольшое количество зараженных семян значительно увеличивает риск рака печени. И самый коварный момент, если мы берем, например, пачку тыквенных семечек, внимательно присматриваемся и видим, что одна семечка действительно покрыта плесенью. Но мы думаем, одну эту семечку я выковырю, выкину и все остальное это чистое. Это опасная иллюзия. Потому что хорошо известно, что если эта плесень уже появилась, недостаточно просто ее выковырять, потому что споры плесени распространяются очень быстро, и это буквально означает, что вся пачка уже заражена ими. Просто они еще невидимы, но они там есть. Так что всякий раз, когда вы покупаете упаковку тыквенных семечек, во-первых, берите в тех местах, которые уже проверены, во-вторых, всегда присматривайтесь. Но при всем при этом, конечно же, продукт очень и очень полезный. Просто нужно знать некоторые нюансы. Идем дальше. Следующий пункт – это кунжут. Кунжут содержит уникальные антиоксиданты. Это сезамин и сезамолин. Они помогают снижать окисление холестерина в крови, что важно для профилактики атеросклероза. Кунжутное масло, полученное из семян, обладает способностью снижать артериальное давление за счет увеличения активности фермента оксидативной защиты. Кунжут – один из лучших источников растительного кальция. Да-да, буквально, если мы возьмем таблицу продуктов по содержанию кальция, то кунжут там будет очень высоко, по-моему, даже выше, чем молочка. Но есть серьезные риски. Во-первых, кунжут нельзя обжаривать. Хотя это частенько делают. Готовят какое-нибудь блюдо, посыпают кунжутом, все это дело обжаривают. Вкусно, замечательно. Но при температуре выше 180 градусов Цельсия в кунжуте начинают образовываться вредные вещества. В частности, акриламид. А акриламид очень негативно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. Также он является потенциальным канцерогеном. Он повреждает ДНК клеток и увеличивает риск онкологии при регулярном накоплении. Поэтому, если мы покупаем жареные продукты в фастфуде с добавлением кунжута, лучше этого не делать. Идем дальше. Следующий пункт – это киноа. Да, киноа – это не совсем каша. Технически киноа – это семена. Это однолетнее растение, которое выращивают в Южной Америке. И вообще говоря, киноа – легендарный продукт, потому что это был основной продукт питания инков. Красиво, согласитесь. Киноа очень богата белком,
Причем белок довольно полноценный и включает все незаменимые аминокислоты, что, между прочим, редко для растительных продуктов. В киноа очень много магния, примерно 30% суточной нормы в одной порции. Это помогает снижать давление и спазм сосудов. Также в киноа есть антиоксиданты, в частности кверцетин и кемферол. Оба этих соединения активно борются с воспалением, защищая нашу сердечно-сосудистую систему. И киноа, конечно же, отличный источник пищевых волокон, то есть клетчатки. Это нормализует уровень сахара, обмен липидов и поддерживает положительный рост полезных кишечных бактерий. И опять, казалось бы, все замечательно, да? Я сам ем киноа практически каждый день. Но у киноа есть риски, о которых не все знают. И это сапонины на их оболочке. В чем тут дело? Все дело в том, что киноа покрыто природными сапонинами. Это вещества, которые придают выраженный горький вкус. И это, в общем-то, природный яд. Киноа выделяет это вещество, чтобы защищаться от растений, насекомых и прочих паразитов. Довольно распространенная история в природе. И эти самые сапонины раздражают слизистую оболочку нашего кишечника, желудка, провоцируют вздутие, боль в животе, диарею, тошноту, особенно у людей с повышенной чувствительностью. Так что если вы как-нибудь поели, казалось бы, абсолютно полезный киноа и почувствовали, что живот вздулся, это повод задуматься. Вероятно, это были именно сапонины. И при частом употреблении этих самых сапонинов можно получить хроническое воспаление стенок кишечника. Но что же тогда делать? Отказываться от киноа? Нет, есть решение. Киноа необходимо хорошенько промывать. Ни в коем случае нельзя просто брать киноа из пачки и сразу варить. Промывать обязательно. Заливаем водой, хорошенько полощем, сливаем, заливаем повторно. Нужно потратить несколько минут своего времени, чтобы вымыть эти самые сапонины. И, кстати говоря, сам вкус киноа станет даже менее горьковатый, что буквально доказывает эффективность этого метода. И тогда киноа становится очень полезной пищей для нашего организма. Кстати, у меня для вас есть очень хорошая новость. Все дело в том, что я запустил новый канал, где уже лично присутствую в кадр, так что вы можете на меня и посмотреть, а не только послушать. И на этом канале сегодня вышло новое видео. Там я сделал обзор самых интересных роликов англоязычного YouTube, где рассказываю про последние новости из мира здорового образа жизни, правильного питания и как поддерживать наш организм. Мне кажется, получилось весьма интересно. А что вы думаете? Посмотрите этот ролик, я надеюсь, вам понравится. Ссылочка на видео у вас только что появилась на экране, а также ссылку я оставил в описании и закрепил ее в верхнем комментарии. И вообще на этом новом канале у меня есть и другие видео, так что подписывайтесь на новый канал, ставьте лайки, поддерживайте, мне будет очень приятно. А на этом все, и я надеюсь, что мы с вами увидимся на моем новом канале. Ссылочка в описании. До встречи!